Всем привет, дорогие друзья, с вами Маша Рябинина. Surprise, motherfucker! Рада всех видеть на своем канале. Ну что ж, уже почти целый месяц не выходили видеоролики. Но на это были свои причины. Вы наверняка обратили внимание, что у меня на заднем плане виднеется коробка от видеокарты RTX 4060. Но об этом мы поговорим чуть позже. В этом видео я хотела бы вам рассказать и показать, что вообще нам продают на Валберес под видом игрового компьютера. Я когда-то давно снимала уже видео, но так сильно не углублялась в эту тему. Так, вскользь вспоминала. Но в этом видео я все-таки хочу показать вам ситуацию в плане покупки компьютеров. Спустимся на самое дно, так сказать. Я буду, наверное, показывать, скорее всего, на Валберес, но сама суть, она остается актуальной для всех маркетплейсов, которые популярны, например, такие как Сбермаркет, Яндекс, ну, Озон и так далее. Давайте мы сейчас откроем Валберес на ваших глазах. Я буду просто вот чекать, что у нас вообще в топе, и как-то постараюсь прокомментировать, если у меня, конечно, получится это. Открываем Валберес, пишем в поисковике игровой ПК. И что нам предлагается вообще купить? Давайте посмотрим первый попавшийся вариант. Я не знаю, ну, допустим, давайте вот этот посмотрим. Игровой компьютер Intel, 10-ядерная видеокарта, 580 и 8 гигабайт. Круто! Да это ж круто! То есть тут, в принципе, ну, выглядит он, конечно, хорошо, то есть никаких проблем в плане корпуса нет. Наверное, кто знает, тот уже понял, в чем прикол этого компа. Ну, во-первых, процессор Intel Xeon 10-ядерного. Я прикреплю ссылку, скриншот вообще, какого года этот процессор, я стесняюсь спросить. Ладно, и так сойдет. Он вроде 13-го года выпуска, этот процессор, но все же не самое важное. Самое важное это то, что, во-первых, частота его 2.53 или 3 ГГц. Просто, скорее всего, это процессор серверный. Для большого количества обработки данных по поводу оперативной памяти не буду никак комментировать, потому что тут стоит DDR3. Боже, какая шутка! Судя по отзывам других покупателей этого чуда, к людям приходит все разное. То есть приходят разные компы с разными комплектующими. Всего я угорела с этой материнской платы. Как бы вы просто осознаете это, плата выходила в году 12-13 или еще того раньше, вообще в 11 году. И она стоит в современном типа компе. Но продавец пишет, что этот комп новый. Ну а как он может быть новым, если там комплектующие 2013 и 2012 года? Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Я не знаю, сколько поколений, но он уже убитый и убитый в хлам. Самое интересное — это скриншоты, в которых FPS в играх и все эти графики не имеют отношения к реальности. И я вообще не понимаю, как вариант этого говна пропускают на площадке, потому что я таких компов не видела, видела в прошлом, знаете, когда собираются из китайских комплектующих, отчасти они тоже тут китайские. Они просто очень старые, вопрос там, сколько все это еще говно в состоянии проработать, никто вам точно не скажет. Слушайте, реально, вся... Очень жесткая вонь из него какая-то такая неприятная, такая, дедом мертвым пахнет. Конечно, как в таких сборках компов, естественно, у нас красивые картинки. Собран, упакован, получите фото вашего компьютера до покупки. Да вот такие красивые типа отзывы FPS и какого черта вообще тут GTA 5 делает игре и не знаю сколько лет уже. И они до сих пор в отзывах впихают эту игру, которая в принципе, наверное, мой iPhone может даже потянуть в теории. Сейчас у меня, ребят, сгорит. Извините, пожалуйста, почему в новых компах нет тестов на RDR 2? Типа, почему нету в тестах именно этой игры? А знаете, почему ее нет? Потому что ни один этот комп не потянет ее даже на минималках. Так, ну вот, смотрите. Игра выставлена на ультра. Сейчас все покажу. Просто вот, видите, все ультра вообще. Просто вот, посмотрите, это что я говорила, на облака. И если вот присмотреться, прям видно, как они вот... Вот вообще классно. Я знаю, что GTA 5 популярная игра, но она старая, ее даже мой моноблог потянул. Возможно, они взяли какие-то средние показатели, средние похожие комплектующие, просто вставили их. Они, естественно, не тестили в никаких играх там. Тем более монтаж, стримы. Эти компы точно не потянут. Но по факту, какая моя главная претензия вообще к этому всему? То, что в названии стоит игровой комп. Тут DDR3 стоит память. Хоть и 32 гигабайта, но они
забыли про тайминги, про скорость. Для меня это просто какой-то бред. И они пытаются нам продать под серьезным соусом того, что, блин, ребят, покупайте, не пожалеете, все тянет на ультра. Да просто берите. Ты сам-то веришь в то, что ты говоришь, блядь? Ты же пиздишь сейчас. Я была удивлена, что так много позитивных отзывов. Это странно, наводит на определенные мысли. А кроме того, у меня есть одно предположение. Ну, понятно, что карта 17 или 16 годов, я точно не помню, но я вам покажу скриншоты, какого года эта карта. Скорее всего, если зайти на Авито и поискать видеокарту, вы найдете много подобных 8-гиговых видеокарт. Скорее всего, эта видеокарта была куплена, уже убитая на Авито или еще где-то. Может быть, откуда досталась. Вполне вероятно, после майнинга. Вот купили ее там по дешевке и вставили. Ну, а продавец же наш уверяет, что это все новый комп. Но по факту это не новый комп, ну наебало. Сука. Но по факту это не новый комп. Возможно, из нового только кулер и SSD накопитель. И то я сомневаюсь. И корпус, наверное. И корпус, наверное, может быть новый. Все остальное там старье и дерьмо. Насчет платы не получится поставить новую, и никаких апгрейдов тут не может быть. Потому что видели, какая плата. Допустим, какой-то процессор поновее. Более мощнее видеокарты не сможете загнать, потому что просто нет поддержки этих видеокарт. Потому что плата старая херня. Тот человек, который не знает, он попадает на это объявление потенциально. Его подкупает визуал и оформление. Но вообще в отзывах достаточно негатива, и у людей даже отваливается эта самая видеокарта, о которой мы говорили чуть выше. Просто чип отмирает и все. Покупая такой сомнительный комп, не знаете, как долго вообще он в состоянии проработать. Может, он всего 5 дней проработает и сдохнет. Это уже было не один раз. А вернуть товар достаточно сложно, особенно учитывая политику Вайлдберриса. Давайте теперь зачитаем описание товара. Хотите окунуться в мир игр на полную катушку? Тогда вы, несомненно, нуждаетесь в мощном игровом компьютере, настолько мощный, что DDR3 стоит память, и плата 11 года. Охуеть просто. Оснащен современным 10-ядерным процессором. Но я вам высказала, какого он, блядь, года. Вот зачем они пишут аналог Intel Core i7? Ну нахера вы пишете аналог какого процессора? Зачем вы сравниваете несравнимое? Этот ваш процессор, он серверный. С чем вы вообще собираетесь сравнивать? Что вы вообще курили, ребят? Обеспечить вы... Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все окончено. Обеспечит высокую скорость работы и позволит запускать самые требовательные игры и программы без задержек и лагов. Самые требовательные игры. Ну да, только в ваших мечтах, конечно. Бля, а видеокарта RX 580 на 8 гигов, и тут в скобках написано «новая». То есть они хотят сказать, что карта 17 года все это время была в коробке, хранилась где-то на складе, или у кого она там вообще хранилась? Как она может быть новой? Я просто не понимаю этого. Вы не представляете, я видела эти видеокарты 580RX на 24 гигабайта. Вы угораете? Вы хотите меня в могилу загнать? Просто какой-то китайский Франкенштейн. Непонятно, кем он вообще был собран. Ну вот смотрите, это оперативная память. Обратите внимание на ее частоту DDR3. И она используется в компе, якобы игровом в 2025 году. Если играть, то только в косынку или в карты. В него встроен быстрый современный диск формата M2, емкость 512. И тут возникает вопрос, какой M2? Они же тоже бывают разные. Качественные накопители стоят нормальных денег. И 512 это маловато для современных игр. Вообще то, что я вам прочитала, это тролльское описание. От игрового тут только название. Если бы у меня были лишние деньги, я бы заказала пару таких компов и показала бы их вам. И вы посмотрели, как это все тянет в кавычках. Тут проблема не в том, что даже стоит видеокарта, а в том, что стоит древняя плата. И если вы захотите поменять процессор, у вас просто не получится это сделать, потому что в этой плате нет поддержки новых процессоров. Тут также написано, что перед отправкой каждый системный блок тестируется под максимальной нагрузкой и надежно упаковывается для доставки. Но мы все прекрасно знаем, как на самом деле он упаковывается, что в итоге приходит там битое стекло. Да, может быть, это не ваша вина. Я точно не знаю, но то, что оно приходит таким, это факт. Я по отзывам это поняла.
поняла. И то, как они не хотят принимать обратно комп, тоже все понятно, да. И, естественно, никто не тестировал его, им это просто не нужно. Им нужно поскорее сбагрить этот китайский мусор. Им ничего не стоит снова купить дешевые детали и наклепать новых компов. Так сказать, быстрый заработок на ВБ. И в целом, с политикой ВБ, в некоторых случаях они имеют полное право отказать вам в возврате. И останетесь вы просто с этим ненужным ведром с болтами. И будете жалеть, что сэкономили. Как говорится, скупой платит дважды. Наша команда гарантирует вам безопасную транспортировку. Мы бережно и качественно упаковываем каждый ПК. Внутрь укладываем упаковочный материал. Фиксируем каждую комплектующую так, чтобы она была неподвижна. С внешней стороны мы используем пенопласт. И компьютер кладем в 2 коробки. Я уверен в качестве наших товаров, поэтому мы предоставляем премиальную именную гарантию. Все, пиздец, не работает, блядь. Мое имя – залог надежности каждого устройства, которое мы предлагаем. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду. В течение года с момента приобретения мы гарантируем вам бесперебойную работу вашего компьютера, а в случае каких-либо проблем мы не только обеспечим полную работоспособность, но и возместим вам все затраты. А вы знаете, что каждый третий мошенник? Я вот не мошенник. Я вот тоже. Также в комплекте идет приемник Wi-Fi. И он самый дешевый, который можно найти. И он просто отваливается. Даже самые дорогие теряют сигнал, то этот подавно. Вы просто будете скачивать целую вечность. Есть специальные свистки для Wi-Fi. Они бывают тоже разные. У меня есть такой свисток, и он довольно мощный. И то он бывает отваливается. У меня, конечно, в плате уже встроен модуль Wi-Fi. И вообще, даже если у меня отваливается, то они вообще кладут туда лютую хрень. В общем, ребят, все. Я провела интернет. Вот оттуда сейчас вот до компа. Аккуратно спрятала провода, ничего не видно. У меня просто, блядь, настолько вчера убогая трансляция была, что на меня доконала. И я решила подключить провода. И сейчас я покажу вам скорость. Это теперь комп у меня летает. Просто. Я думаю, стрим можно хоть 4К делать. Вот, ребят, смотрите, вот такая изначально у меня скорость была по Wi-Fi. И сейчас покажу, какая стала. И просто можете посмотреть, какая скорость у меня сейчас держится, она стабильна. И прям слышу звук такой... Ну так вот, мышь-клавиатура тоже входит, но в принципе вот такой вот комп. Я рассказала, почему это полный шлак. Игровым компьютером на самом деле это просто стыдно назвать. Я не исключаю тот момент, что возможно они сами выкупают свои же компы и потом пишут сами же отзывы. Потому что эти компы все в топе. И нормальные компы где-то внизу. Обычно человек, если ведет игровой ПК, просто сразу попадает на эти говносборки. И вот такие вот компы в топе на самом верху. Человек, который не понимает в этом ничего, возможно, купит. Может быть, там подарок хочет сделать сыну, детям или просто себя побаловать. Но потом он будет об этом очень сильно и долго жалеть. Человеку было бы проще купить комп в магазине, там вы хотя бы точно уверены в сборке и там есть гарантия. Игровой, конечно, за такую стоимость вы не купите, а приобретете полную шляпу, которой ничего не будет тянуть. Это вот, знаете, просто как посадить 1000 моих хомяков, и они будут открутить процессор, который будет и то с трудом еле-еле работать. Это вообще трэш какой-то. Некоторые люди пишут в комментариях, что за эти деньги можно собрать комп самому. Я вам сразу скажу, что нет, нельзя. Потому что нормальный комп вам обойдется минимум от 50к. Не, ну вы можете, конечно, собрать из китайских дешевых комплектующих, которые неизвестно сколько будут работать. Вы же для себя любимого его собираете. И не стоит на этом экономить, если вы хотите, чтобы он проработал долго и надежно без всяких проблем. И за $1 миллиард тоже не стоит покупать. Должен быть определенный баланс.
Если все-таки рискнули купить, я не буду наверняка точно говорить, насколько его хватит, потому что это всего лишь вопрос времени. Как быстро карта сдохнет или память отвалится. Ну, в общем, тут уже решать вам. Кстати, если вы все-таки собираетесь покупать такой комп, всегда переустанавливайте винду, потому что непонятно, какая она там стоит на самом деле. Может, она вообще кривая и не будет работать. И неизвестно, что в этом винду вам понапихали. Может быть, там вообще вам подсунули вирус, который после покупки набьет вам комп. Лучше всегда ее переустанавливать. Вот я вам показываю разные компы, но их тут просто миллионы. И они все похожи между собой, как китайцы. Не в обиду, ребят. Вот, например, за 28. Ну вот, опять же, вся та же история повторяется. 580 RX, 8 гигов, ну как бы да. Вот тесты в играх, которые не имеют никакого отношения к реальности. И вот почему опять нет RDR 2. Нахрен мне эта GTA 5, которая вышла в былые времена. Все равно старая игра, и мой моноблок ее, без проблем тянул. Материнская плата, тоже все из этой же оперы. Ну, короче, это все печально, ребят. Как вы видите, таких компов просто навалом. Вот такая вот хрень мне попалась в топе. А я просто вбила игровой комп. Это просто мой ночной кошмар. Комп за 35 тысяч рублей. И уже другая видеокарта. Но тоже не особо. Как вы уже поняли, тут все под одну копирку. Я понимаю, что многие думают, что такие видеокарты популярны, потому что школьники играют в GTA 5. Все в этом плане бизнеса оправдано. Но, вы покажите реальные тесты видео. Хотя бы подкрепите там, чтобы люди видели, сколько FPS в разных моментах этой игры. Бывают тяжелые места в играх, и FPS просто может упасть. Есть еще такое понятие, как frame time, чтобы у вас картинка была плавная. Но я, если честно, удивляюсь, как это вообще продают. Может быть, тут расчет на то, что подсветка крутая. Знаете, все светится, там стекло закаленное. Возможно, люди просто насмотрелись у популярных блогеров, то, что у них компы светятся. А если светятся, значит игровой. Может, это и людей подстегивает покупать. Но просто я вот смотрю, и мне плакать хочется. Тогда не пишите про гарантии. Ну какая может быть тут гарантия условно у видеокарты, которая вышла в 2016 году? Какие могут быть гарантии у видеокарты после майнинга? Трэш. И вот такие вот компы, ребята, ну их просто дофига. И я вам все это показываю. Это запись реально с экрана. Вот сейчас записываю все. Вы видите? Я вам даже покажу, сколько стоит подобный процессор на Авито, чтобы вы понимали. Материнская плата тоже с того же времени, что и процессор. Сейчас понятно, что эта плата уже все. Очень странно видеть это в новом, в кавычках, компе. Они, кстати, сейчас придумали новую схему, чтобы люди сразу не писали отзыв. Продавцы стали класть бумажки с номером WhatsApp для того, чтобы не писали отзыв на Wildberries, а обращались напрямую. Это какой-то скрытый скам. В наших видео были уже мошенники, и ты понимаешь, что это мошенники, но тут конкретно в этой ситуации более хитрая схема. Они вроде присылают вам комп, вы сами видите, какое там стоит железо. Тем самым у них высокий рейтинг, поэтому они висят в топе. И люди, которые ни черта не понимают в компах, это говно покупают себе, понимаете? Я вот это все листаю, и вы видите все сами, что очень много похожего друг на друга товара. Вы смотрите и думаете, ну комп, можно сэкономить и купить нормальное железо. Но по факту это далеко не так. Мы уже в этом с вами убедились. Они так спокойно продают этот хлам, но ведь многие верят в их рекламу и красивую картинку. Итак, какой же итог в этом видео можно подвести? Халява имеется только в одном случае, когда эта халява находится в мышеловке. Одни хотят сэкономить, другие заработать. Это все мы увидели в сегодняшнем ролике. Если вы конкретно хотите собрать себе компьютер, сделайте это сами, как сделал это я. У меня нет специального образования, я собирала его сама с нуля. Собирала я его постепенно, не сразу, и я знаю, сколько я в него вложила. И у меня все комплектующие на гарантии. Если у меня что-то перестанет работать, я могу это вернуть по гарантии. По факту подключить ее очень просто, вставить ее в разъем и подключить 8 пин питания. И все, у меня как раз 8 пин, и она прям идеально подошла. Конечно, это не идеальная сборка, нужно бы еще желательно один кулер поставить, но я его потом поставлю. Но всему свое время. У меня еще очень много планов, еще купить SSD, оперативу и так далее. Так сказать, буду прокачивать его под себя. Ребят, если будете ставить еще видюху, главное смотрите, чтобы подходил блок питания и процессор, чтобы потом не было никаких недоразумений. Если вы подписаны на мою телегу, то вы видели, что я что-то приобретаю для своего компа. И последнее, что я купила, это видеокарту 4060. Комичная ситуация заключается в том, что я купила ее на Wildberries, потому что я бегала в магазины рядом и ничего не нашла. Поэтому решила рискнуть и заказать карту на Wildberries. Учитывая, как Wildberries любит доставлять свои товары, я до последнего думала, что что-то пойдет не так.
Впрочем, это уже совсем другая история. Но, к моему счастью, все пришло упаковано, не было никаких вмятин, так что да, можно покупать на Валберес. Но что касается компов, нужно покупать максимально осторожно и проверять все по 10 раз, а лучше по 100. Даже если задуматься, через сколько времени у человека возникнет проблема. Я сейчас не про Windows, хоть, как я говорила ранее, он может приехать сразу с кривой виндой. Хорошо, если будет не так. А просто даже взять видеокарту, у которой может сгореть чип, и все, пизда и картинки. А также может сгореть плата. Находила отзывы у людей, что просто он не включался даже спустя какое-то время. Человек жмет на кнопку включения, а он просто никак не реагирует. Так сказать, отвел душу. Блок питания тоже непонятно какого происхождения. Откуда он? Они же тоже бывают разные. Может, он какой-то убитый, и вопрос остается открытым. Сколько это проработает? Вот только не подумайте, что я специально отговариваю вас покупать компьютеры на маркетплейсах. Вовсе нет. Я просто вас предупреждаю о возможном разочаровании и нервотрепке, а также потери денег. Понятное дело, что я просто высказываю свое мнение, а вам уже решать, покупать или нет. Ну, вот такое вот видео получилось. Я не знаю, я оставлю это все на ваш суд. Вы сами решайте, мошенники они или просто люди, которые хотят заработать быстрых и легких денег. Но наивности других людей, которые в этом ничего не понимают. Но для меня они все-таки больше мошенники. Поэтому не ведитесь на эти громкие названия. Лучше перепроверить все несколько раз, тем самым обезопасить себя. Ссылки, где я сравнивала видеокарты, они будут под видео. И вы сами сможете проверить свою видеокарту и любые комплектующие. Также все ссылки на меня будут под видео. Спасибо всем за просмотр. С вами была, как всегда, Мария. Оставляйте комментарии, что вы вообще об этом думаете. Покупали вы компьютеры на маркетплейсах? Мне будет очень интересно почитать ваше мнение на эту ситуацию. Всем спасибо. Скоро еще увидимся в новых видео. И самое главное, компы — это прекрасно. Но больше гуляйте и дышите свежим воздухом. Хорошего вам настроения. Всем пока.